А что, если мое тело поймет, что это не мои гены и просто откажется от него? Если вы хоть раз ночью лежали и прокручивали эту мысль, досмотрите это видео до конца, потому что то, что я вам сейчас расскажу, переворачивает все, что вы думали об этом страхе. Если вы узнали себя в этой мысли, поставьте видео на паузу и через минуту напишите в комментариях «да». И увидев много «да», вы поймете, что не одна. Эти мысли приходят почти к каждой женщине, которой сказали: «Вам нужна донорская яйцеклетка». И вы подумали: а смогу ли я полюбить его так же сильно, как родного? А если он вырастет и будет совсем не похож на меня? Буду ли я настоящей мамой? И вот здесь начинается самое интересное, потому что то, что вы переживаете, это не симптом того, что вы будете плохой матерью. Это ровно наоборот. Это значит, что материнский инстинкт в вас уже работает на полную мощность. Просто он пока работает не на ребенка, а на тревогу о ребенке. Но есть одна вещь, о которой почти никто никогда не говорит. Этот страх, он не просто в голове. Он физически живет в вашем теле. В мышцах, в тазовом дне, в нервной системе. И сегодня я покажу вам, где именно и как с этим работать не только как психотерапевт, но и как репродуктивный остеопат, который вот этими руками держал тысячи животов. Сохраните это видео, оно пригодится вам не один раз за беременность, возможно, и не одну. Сейчас давайте разберемся, что физически происходит, когда в голове крутится мысль: а вдруг он мне чужой? Мозг получает эту мысль как сигнал опасности. Неважно, что опасности вот прямо сейчас на самом деле нет. Мозг реагирует на сам факт той картинки, которую вы нарисовали в голове, и запускает древнюю программу защиты, которая работала у наших прародительниц десятки тысяч лет назад. Что же происходит дальше? Тазовое дно сжимается, матка идет в гипертонус, она буквально становится похожа на сжатый кулак. И вот это самое важное, что я хочу, чтобы вы услышали. Это не каприз тела, это телесная метафора закрытой двери. Представьте, ваша матка – это дом. А вы стоите у входа с ключами в руках, но вместо того, чтобы открыть дверь будущему жильцу, вы вешаете дополнительные замки, потому что боитесь, что жилец будет чужой. Но вот в чем парадокс. На уровне мысли вы говорите «чужой», а тело в этот момент уже готовится принять. Гормоны перестраиваются, эндометрий нарастает, кровообращение в малом тазу усиливается, тело знает свое дело. Оно уже включилось в материнство. Проблема в том, что разум пока не научился ему доверять. Через несколько минут я объясню, как именно остеопатия помогает телу и разуму, наконец, заговорить на одном языке. Но сначала еще один важный механизм, который большинство женщин вообще не связывают со страхом. Если вы чувствуете, что узнаете свое тело в этом описании, напишите в комментариях, где у вас обычно зажимает: низ живота, поясница, плечи, горло, а может быть грудная клетка? Я репродуктивный остеопат и психотерапевт. Это значит, что больше 20 лет я вот этими руками работаю именно с этим. С тазом, с маткой, с яичниками, с нервной системой женщин, которые идут к здоровью, идут к беременности, к материнству, иногда вот не таким вот непростым путем. И вот что я вижу почти у каждой пациентки с этим страхом. Крестец – это кость в основании позвоночника, она теряет подвижность. Связки матки – те, что удерживают ее в правильном положении и обеспечивают лучшее кровоснабжение, становятся плотными, натянутыми, как будто их кто-то стянул узлом. И диафрагмы, те, что отвечают за дыхание, за движение внутренних органов, перестают двигаться свободно. Дыхание становится поверхностным и грудным. А теперь почему это важно? Смотрите,
Через крестец и тазовые связки проходит огромное количество сосудов и нервов, которые питают матку и яичники. Если фасция, соединительная ткань, которая обволакивает все органы, как чехол, натянута, то кровоток в малом тазу снижается. А значит, эндометрию физически труднее получать то питание, которое нужно для имплантации эмбриона. Тело хочет принять малыша, но механически оно само себе мешает. Именно это чаще всего становится той поворотной точкой в работе с моими пациентками. Когда я остеопатически, мануально, руками освобождаю ваш крестец, расслабляю горловую, грудную, тазовую диафрагмы, снимается напряжение с тазовых связок. Происходят две вещи одновременно. Во-первых, физически улучшается кровоснабжение матки и яичников. И во-вторых, и это удивительно даже для меня, после стольких лет практики, вместе с телом расслабляется ваша нервная система. Парасимпатика – это та часть нервной системы, которая отвечает за покой, за безопасность, за восстановление, за беременность. Наконец получает шанс включиться и включается. Тело и психика – это не два разных кабинета, это одна система. Поэтому, когда я руками освобождаю зажатую фасцию вокруг матки, женщина часто рассказывает: мне вдруг стало легче дышать. Страх и тревога как будто отступили. И это не магия. Это физиология блуждающего нерва и парасимпатической нервной системы, которая буквально проходит через те зоны, которые я освобождаю вот этими руками. Часто объясняю пациенткам так. Вы можете 100 раз сказать себе мысленно: я готова принять малыша. Но если тело физически зажато, оно не услышит эту фразу. А вот когда тело расслаблено, открыто, кровоснабжение свободно, тогда и разуму намного легче поверить в то, что он говорит. Именно за этим женщины со всего мира приезжают ко мне на сеансы. Поделитесь этим видео с той, кто сейчас готовится к переносу эмбриона. Для нее это может быть сейчас очень и очень важно. Прямо сейчас. А сейчас то, ради чего я затеял это видео. Расскажу вам, почему с биологической точки зрения этот ребенок будет стопроцентно вашим, стопроцентно. Но сначала нужно понять одну важную и неожиданную вещь. Гены – это не приговор. Это, скорее всего, нотная партитура, а дирижер этого оркестра – это вы. Есть наука, которая называется эпигенетика. Она изучает, как включаются и выключаются гены, то есть какие из них начинают работать по-настоящему. И вот что важно. С момента имплантации эмбриона именно ваш организм становится программистом его развития. Ваша кровь несет ему кислород. Ваши гормоны регулируют его рост. Ваши эмоции, да, в буквальном смысле формируют нервную систему вашего будущего ребенка. Донорская яйцеклетка дает только стартовый материал, как семечко. Но то, каким вырастет растение, зависит от почвы, воды, солнца и заботы садовника. А садовница здесь вы. Каждый день беременности ваш организм переписывает генетическую программу этого ребенка. Ваше питание определяет его метаболизм. Ваш сон влияет на его циркадные ритмы. Ваше эмоциональное состояние формирует его стрессоустойчивость на всю жизнь. И вот что особенно важно для вас услышать. Научные исследования показывают, что дети, рожденные от донорских яйцеклеток, очень часто наследуют именно материнские черты, и внешние, и характерологические, потому что эпигенетика часто оказывается сильнее генетики. Вы не инкубатор, вы архитектор всей этой жизни. Если этот факт вас удивил, напишите в комментариях «не знала». Многим женщинам это правда никогда не объясняли.
А теперь к самому болезненному вопросу. К страху, что ребенок будет не ваш генетически. Давайте честно. А что вообще делает ребенка своим? Хромосомы? Тогда приемные дети никогда бы не становились родными своим родителям. Но мы все знаем, что это не так. Материнство – это не набор хромосом. Это тысячи бессонных ночей, первые шаги, которые вы увидите, первые слова, которые вы услышите. Именно вы. Это ваши руки, успокаивающие малыша во время болезни, ваш любящий голос, поющий колыбельную. Представьте, вы посадили в своем саду семечко яблони, которое вам подарила соседка. Вы поливали его, удобряли, защищали от вредителей, подвязывали веточки годами. Чья это яблоня через 5 лет? Соседки, которая дала семечко, или ваша? Потому что вы вырастили ее своими руками. Генетика – это всего лишь один из способов стать родными. Есть связь вынашивания, связь рождения, связь кормления, связь воспитания, связь рода, наконец. И каждая из них настоящая, каждая ваша. А чуть позже я расскажу, что чаще всего меняет ситуацию для женщин в лучшую сторону, которые проходят этот путь. Вот 2 простых инструмента, которые помогают телу и разуму договориться друг с другом. Первая практика – диалог с маткой. Каждый вечер, положив руки на живот, проговариваете вслух или мысленно: «Моя дорогая матка, я знаю, что ты боишься, как я, но этот малыш наш. Мы готовы его принять. Расслабься, открой двери, доверься мне». Звучит непривычно, но тело прекрасно понимает такой язык. Попробуйте хотя бы неделю, и вы заметите разницу. До 100%. Вторая практика – письмо своему будущему малышу. Возьмите ручку, бумагу, напишите руками, ручкой на листе бумаги письмо своему будущему ребенку. Расскажите, как долго вы его ждали. Через что прошли, чтобы он появился. Объясните. Неважно, откуда взялась яйцеклетка. Важно, что он растет в вашем сердце и в вашем теле. И отдельно скажу, если вы чувствуете, что тело физически не отпускает, зажат низ живота, поясница, тяжело дышать полной грудью, это сигнал, что телу нужна не только психологическая, но и механическая помощь. Именно с этим работает остеопатия. Мягко, руками, без боли освобождает крестец, тазовые связки, диафрагму, все органы в малом тазу, и тело само находит дорогу к расслаблению. Путь к материнству через донорскую яйцеклетку – это не менее ценный, чем любой другой путь. Да, вы проходите через особые испытания, но в итоге получается то же самое чудо – рождение своего ребенка. Помните, вы уже мамы. С того самого момента, как решили идти к своему малышу вот такой ценой. Именно для этого я сделал для вас 3 практики, 3 медитации. Первая – качество важнее количества. Она помогает восстанавливать репродуктивный потенциал яичников. Вторая практика – решение на ЭКО, принятие нового пути к материнству. Эта практика настраивает ваше тело, нервную систему на повышение успеха удачного протокола. И третья практика – доверие телу, доверие процессу, глубокая медитация на расслабление до и во время протокола. Посмотрите их по ссылке под этим видео. Если это видео откликнулось вам, подпишитесь на канал, будет очень приятно мне. Здесь вы не одна. Здесь мы говорим о том, о чем молчат в женских консультациях, но что важно знать каждый. В Telegram я разбираю эти темы еще подробнее, без купюр. Ссылка есть в описании под этим видео. А если вы чувствуете, что тело и душа сейчас особенно нуждаются в поддержке, я жду вас на онлайн-консультации по видеосвязи или очно на сеансе. Вы получите все рекомендации для негормональной поддержки тела перед и после протоколов. Ссылка на консультацию тоже есть в описании. Напишите в комментариях.
Поделитесь, какой страх был у вас самый сильный? Я отвечаю лично. И до встречи в следующем видео. Спасибо, что посмотрели до конца. Я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего.